Можно ли сказать, что этот проект для души? Нет, хуя не знаешь. Может ли существовать русская речь без мата? Я думаю, это зависимость. Просто так с нее не слезть. Начну вот с чего. Достаточно мощно отгремел проект Феникса «Дух моей общаги». Слышали ли вы о нем что-либо? Чё-то слышал. Я слышала чуть больше Димы. Что неудивительно, ведь Федор договорился со многими известными блогерами об обзоре на эту серию. Так что, знаете, не услышать было бы просто невозможно. В стороне от этой серии не остался и мой канал. Так вот, под видео, посвященному Духу, 70% комментариев было посвящено Metal Family. Мол, проект недооценен. Считаете ли вы так сами? Так вот, как ты узнал про нас. Да не, я рада, что нас вообще кто-то знает. Думаю, для проекта от какого-то ютубовского ноунейма, без бюджета, команды, а также без пиара со стороны известных блогеров, мы довольно неплохо поднялись. Недооцененный? Не, все норм, мы получили то, чего и хотели. Нигде не пиарились, никого не просили распространять, никуда свой мульт не пихали. Мы изначально выбрали естественное распространение, так называемое. Кому нравится, тот расскажет. Так и происходит. Ну да, кому нравится, тот расскажет. И как итог, ни одного обзора от известного блогера почти за весь сезон. Какую глобальную цель вы ставите перед собой? Глобальная цель – довести сериал до конца. Понравится это кому-то или нет, будут об этом говорить или нет, это на самом деле не так уж и важно. Любой ценой. Важно не сдохнуть до выхода последней серии. Ну, кстати, да. Как Терминатор говорил, я должен функционировать до завершения миссии, а потом пох. Нет, ты знаешь, я бы и после пофункционировала бы. Окупает ли проект вложенные в него силы? Окупается ли? Ой, ну все, Диму понесло. Никому, не советую оказаться на нашем месте. Мы просто нахрен выворачиваем свои карманы. Да, мы, конечно, получаем донаты, но это нельзя назвать доходом. На это нельзя прожить. Также нельзя назвать доходом продажу от мерча. Потому что мы заказываем в слишком маленьких количествах. Дорого в итоге выходит из-за этого. А поднимать еще цену выше, это как-то совесть не позволяет. Получается, что мы создавали мерч не для того, чтобы получить какой-то доход, а скорее для того, чтобы просто те, кому нравится Metal Family, могли его приобрести. И сидишь ты, такой, без денег. И приходит такое мудило, который начинает писать в комментах всякую хуйню, блядь. Мол, а вы знаете, сколько они заработали на просмотрах-то? А вы знаете, сколько им донатов накидали? Я сейчас посчитаю. А они только что только не делают, лишь бы не платить. А на мерче они знаете, как озолотились? Нет, сука, ты нихуя не знаешь. И такой сложный вопрос, почему мы делаем Metal Family в убыток себе, бесполезно обсуждать с придурками, которые в своей жизни, никакой цели, кроме зарабатывания бабла, не видят. На самом деле в зарабатывании бабла ничего плохого нет, просто комментарии такие бесят. А насчет, что только не делать, лишь бы не платить, это мы конкурс гитарный объявили, чтобы гитаристы из числа подписчиков могли записать соло. И лучшее соло попадет в 10-ю серию. А также имя гитариста будет в титрах. Кто-то считает, что могли бы и заплатить гитаристу. После объявления конкурса чуть ли не первое же письмо, которое приходит, это: а если я в конкурсе выиграю, мне за работу заплатите, а? Насчет неокупаемости проекта и того, насколько мы странненькие из-за того, что не спешим его монетизировать. Есть всего несколько человек из всего моего окружения, которые просто поддерживают меня, зная, насколько мне дорог этот проект. Остальные все без исключения либо дают советы о том, как на этом заработать. Естественно, среди подобных советчиков только пару человек знает такое словосочетание, как авторские права на музыку. Либо качают головой и говорят: как так можно? Получается, вы не зарабатываете с вашего проекта, вы вкладываете столько сил и не зарабатываете? Но ведь все в этом мире делается ради денег. Вы такие странные чуваки. Нет, вы, конечно, молодцы, но вы странные. Я бы так не делал. Естественно, в представлении подобных советчиков наша деятельность должна выглядеть примерно так. Нарисовали клип, получили 1 миллион просмотров, и закончится все должно, конечно же, предложением от Netflix. Можно ли сказать, что этот проект для души? Этот проект в первую очередь для души. Он очень важен для нас. Если бы мы делали сериал с целью заработка, то мы бы делали другой сериал и преподносили бы его совершенно по-другому. Мы всю жизнь работаем на студиях, на которых вынуждены делать проекты по указке людей, которые не очень хорошо разбираются в деле, которым руководят. По большей части. Этот сериал как крик души. Мы не можем его не делать. Не могли бы вы рассказать, как проходит создание одной серии? Все серии расписаны заранее. Предварительно вдвоем мы все проговариваем, иногда приходится даже схемы чертить. Начинается с этой локации, потом обязательно показываем то-то, важно сделать акцент на том-то, потом персонаж идет туда-то. У нас прям реально схема действия персонажа, чтобы все стыковалось. Когда эта схема готова, рисуем аниматик. Тут уже делаем акценты на ракурсах, переходах, приемах и так далее. Когда аниматик готов, все озвучиваем. Часто импровизируем так, чтобы текст не казался неестественным. Мы хорошо чувствуем каждого персонажа,
поэтому придумывание диалогов особенного труда не составляет. Параллельно рисуем лейаут. Лейаут — это фоны и ключевые позы персонажа, один кадр без анимации. Иногда подготавливаем перса заранее, если точно знаем, что в этой сцене придется, например, использовать перекладку. Потом хреначим анимацию. Музыку подбираем сами. Остальные звуки, шаги, шумы, там, скрипы, плюс обработка звука — это все на Лёше, нашем звуковике. После я отправляю своей сестре Оксане серию с прописанными диалогами, но чаще ей приходится ориентироваться на слух, мы же часто импровизируем. И она делает английские сабы. Потом загружаем на YouTube и идем бухать. Команда из 4 человек? Теоретически, можно сказать и так. Но на деле 99% работы висит на нас с Алиной. Звуком, кстати, мы тоже занимались сами, вплоть до 6 серии. А перевод в субтитрах — это, конечно, тоже работа, но не на полгода, как у нас. Все-таки, когда говорят «команда из 4 человек», подразумевается, что работа более-менее равномерно распределена между ними. В нашем случае это не совсем так. Это верно. Когда проект начнет приносить доход, планируете расширяться? Я и так расширяюсь. Каждый день все шире. У каждой серии существует 2 версии. Цензурная и нецензурная соответственно. Это с целью того, чтобы проект был более массовым? Ну, знаете, некоторым неприятен мат. И зачастую мультики смотрят дети. Это скорее для удобства смотрящим. Это еще и для того, чтобы Metal Family можно было показать впечатлительным людям. Ну, не все переваривают мат. Большинство старшего поколения закрывает уши на такие слова, как хуй, пизда, волоса, ёб твою мать. И вообще, мульт предназначен не для детей, но дети все равно смотрят. Так пусть смотрят хотя бы версию без мата. Хотя кого обманывать, дети сейчас такое смотрят. Многие родители вообще не следят за своим чадом. Не то что Глэм. Как говорил Задорнов, если строителям запретить ругаться матом, то дом развалится. Потому что он только на мате и держится. Может ли существовать русская речь без мата? Да вполне, вот у меня подруга вообще матом не ругается. Лично я ничего криминального в мате не вижу, ну, если не злоупотреблять. Ну и людей, которым он слух режет, я тоже могу понять. Ну, они, конечно, молодцы. Обращались ли к вам телеканалы, дабы приобрести права на показ сериала? Значит так, обратились к нам как-то, ну скажем, канал N и сказал, а давайте мы у себя на канале покажем Metal Family. А? Вам раскрутка, нам надо как-то эфир загрузить. Ну и поднять. Нет, спасибо. Почему? Не хотим, мы против показа. Но вы можете выложить наш мульт у себя в сообществе в ВК. Правда? Ну, если не прицепите свой логотип канала к нашему мульту. Ну вы это тогда, короче, до свидания. Коротко о том, почему мы против. Из-за эффекта Диснея, ну, как мы его называем. Что это такое? Это когда более известный и более раскрученный забирает всю славу менее известного и менее раскрученного себе. Приведу примеры. Кто рисовал мультик «Холодное сердце»? Дисней. И никого не смущает, что Волт уже вообще-то как полвека в могиле лежит. А вот относительно недавно вышел мультик «Клаус». Кто его делал? Netflix. И никто не знает, что его вообще-то рисовала студия SPA при поддержке Anyventure. От себя добавлю, что массовому зрителю плевать, спонсирует по факту этот проект канал N или нет. Также плевать на то, принимал он вообще участие в создании или нет. Вот вышел у Сундука мультик «Копи-код». Кто его рисовал? Конечно, Сындук. А кто такой, ну, Кирилл? Это, собственно, аниматор. Не слышал. Это Сындук рисовал. Те же обзорщики, что пиарили Федора Комикса. Ну, я, конечно, не всех смотрела, каюсь, но многие даже не упомянули Лину. Мол, вот вышел сериал от Федора Комикса. И это несмотря на то, что сам Федор, мягко говоря, не замалчивает того факта, что он тупо продюсер. Проектом руководит Лина. И я же буду этот проект продюсировать и всячески дорабатывать, в том числе и в плане сюжета, до полноценного мультсериала. Конечно, в кругах фанатов сериала Лину знают. Так же, как многие профессиональные аниматоры знают, какая студия работала над Клаусом. Но чем больше аудитория, тем более обще на все смотрит публика. Если бы мы дали согласие на показ Metal Family на канале N, вышеупомянутого, то большая часть людей подумала бы, что этот мульт рисует именно канал N. Или как минимум спонсирует его. Получается, мы вряд ли увидим Metal Family на ящике. Ну почему же? Как только доделаем, можно будет и показать. Во-первых, к тому моменту, когда все серии будут закончены, уже никто не скажет, что канал N рисует этот мульт, потому что он уже нарисован. А во-вторых, думаю, популярность Metal Family к тому моменту уже достигнет своего пика, и уже скорее единицы будут предполагать, что канал N имеет какое-то отношение к производству Metal Family. Пока что у нас не было предложений, в которых плюсы для сериала и нас превалировали бы над минусами. Но если нам предложат условия, которые будут способствовать тому, что анимация и визуал Metal Family будет на уровне Клауса, я всеми руками за. В перспективе планируются ли какие-либо другие проекты помимо Metal Family? Да, не думаю, что после окончания Metal Family мы сможем просто жить как нормальные люди, не истязая себя каждодневной работой над каким-то проектом. Я думаю, это зависимость.
просто так с нее не слезть. На самом деле идей жопой жуют. Просто вот я не знаю. Мне кажется, у любого творческого человека такая хрень. Идей дофига, времени нифига. И естественно у нас много идей. Но будут ли они воплощены в жизнь, это вот уже под вопросом. Прикольно, что многие думают наоборот, что мы, мол, сидим такие, долго-долго придумываем серию Metal Family, а потом так за недельку рисуем ее. Надо им помочь. А то они там сидят без дела. Не знают, про что серию сделать. Ребят, привет! Привет! Чё не отвечаешь? Привет. Я вам сейчас со сценарием помогу. О, боже. Короче, едет Виктория на самокате такая. Частыми ли у вас являются творческие разногласия? Смотря что назвать разногласием. Лично я называю это рабочим моментом. Разногласие — это когда Глэм не может работать на такой работе. Может. Не может. Может, если не будет выхода. Да он никогда не пойдет на такую работу, он скорее сдохнет. То есть, когда спор идет о самом персонаже. Что он может, чего он не может, на что он может пойти, а на что не пойдет даже под страхом смерти. Но, к счастью, у нас таких споров не возникает. А вот рабочий момент — это когда... Дим, посмотри, что скажешь. Что? Что ты мало скорчил? Тебе не нравится, как он дверь открывает? Ну, не открываются так двери входные. Чё ты, какая разница? Что тебе все переделывать? И почему он так руку развернул, когда дверь открыл? Да нормально, ты чё? Вот смотри, как я дверь открываю. Ну, как-то это странно выглядит. Может, лучше вот так? Да тебе лишь бы доебаться! А тебе лишь бы никак в аниматике. Ой, значит, надо делать только так, как ты задумал, да? Может, я по-другому хочу? Хуёво ты хочешь. Это вот такой у меня голос, да? То есть лучше, как ты, 3 дня дверь закрывать. Я уже сцен 5 сделала, пока ты 30 кадров своих сраных рисовал. И знаешь что? Не знаю. Придурок. Как вообще придумывалась вселенная Metal Family? Мир Metal Family создавался 4 года. За это время у него много что изменилось. В тот Metal Family, который теперь окончательно утвердился, влилось немало изменений. А по ходу изменения отметались и серии, и шутки, и идеи, которые стали просто неуместны и уже не подходят к окончательному миру Metal Family. Так, например, Глэм был куда более эпатажный персонаж и более как-то даже сумасшедшим. Потом мы его качнули в сторону спокойного, нам он таким больше понравился. Но он все еще не был тем Глэмом, который есть сейчас. Полагаю, к своим персонажам вы относитесь как к собственным детям? О, был бы у нас ребенок, стопудово ревновал бы. Да, как я уже говорила, этот проект очень личный для нас. Он изначально не рассчитан на коммерцию не потому, что он будет плохо продаваться, а потому что мы настолько любим наших персонажей, что нам просто не очень приятна тема заработка на них. Хотя ничего плохого в том, чтобы получать деньги за свой труд, я, конечно же, не вижу. Мне кажется, вот тут есть некий психологический момент. Я не знаю, может, конечно, только у меня так, но большинство людей не считает хорошим тоном себя нахваливать. Мол, смотрите, какой красивый, какой я успешный, любите меня. Не спорю, есть такие люди, но большинство все-таки поскромничают. А вот хвалить другого человека намного проще, чем себя. Ну, по крайней мере, мне. Наверное, мы просто хотим, чтобы часть нас продолжала жить в этом сериале, даже когда нас самих уже не станет. Напомнила, как один друг сказал, у которого недавно дети появились. Запомни, Димон, заведешь семью, на работе будешь отдыхать. Хочется добавить, а заведешь Metal семью, тебя никакая работа не спасет, тебе пизда. На этом все. Подписывайтесь на канал ребят, на мой, и не забудьте нажать на колокольчик. До скорого! We're not gonna take it. And no, we're gonna take it. Тихо, тихо, я тебе верю. Только зачем же так орать? Тебе сейчас дурку везут.